101 факт о фастфуде. Вы будете удивлены, ведь фастфуд давно стал самым популярным видом общественного питания. Во всем мире насчитывается более 500 тысяч заведений такого рода. Первое место по распространенности которых, конечно же, занимает Макдональдс. На его счету 40 тысяч заведений, число которых пополняется каждые 4 часа. На них же держится рекорд по продажам игрушек того самого Хэппи Мила. Им создан, как оказывается, самый узнаваемый в мире после Санты персонаж — клоун Рональд. Его узнают 90% людей в мире, как и золотые арки с логотипом сети. Чтобы вы понимали, например, только 54% людей узнают христианский крест. Ну а ресторанов Мака сейчас в США больше, чем больниц. И это неудивительно, ведь подавляющее большинство и все лидирующие позиции по распространению фастфуда в мире занимают именно американские сети. Это целые 17 первых мест. Из российских же компаний и компаний стран СНГ в этом рейтинге числится только «Вкусная» и «Точка». Ну и здесь руку приложил Макдональдс. Но при этом не братья Макдональдсы были первыми в своей сфере. Первым здесь был обычный американский повар Уолтер Андерсон, в 1916 году начавший торговать фастфудом в переоборудованном трамвае в городе Уичито, а в 1921 открывший первый ресторан White Castle, который стал первым в своем роде, можно сказать, основателем индустрии фастфуда. А вот индустрия крипты зародилась буквально недавно, и понятно, что если растить капитал супер быстро и просто, то только тут. Это Леон, и он уже 5 лет занимается криптовалютой, стартовал с капиталом $520 и на сегодня заработал уже более $1 миллиона. На вебинаре он расскажет простым языком, как зарабатывать на крипторынке даже без стартовых вложений, как с помощью криптодолларов получить до 40% годовых, причем на стабильном рынке. Даст проверенные стратегии заработка на криптовалюте, приносящие сотни процентов прибыли, и откроет занавес трендов, направлений и возможностей, открывающихся перед вами. Регистрируйся на бесплатный вебинар по ссылочке в описании и комментариях и не упускай возможности, время ограничено. Сама же история еды столь быстрого приготовления в современных блюдах началась еще до нашей эры. Тогда персидские воины жарили лепешки из теста с сыром и финиками на своих щитах. Работающие на рисовых полях японцы перекусывали на ризусе, рисом с рыбой и уксусом, а жители Древнего Рима и Египта были и того ближе к фастфуду. Его они употребляли больше, чем жители современного Нью-Йорка, правда с поправкой на вредность. В большинстве своем они не имели кухонь и питались в термополиях, общественных кухнях, готовящих на скорую руку. Тактами появилась пицца из блюд с удобной съедобной тарелкой. Примерно тогда же появилась и лапша быстрого приготовления. Ею торговали на китайских рынках. И доставка еды тогда уже имелась, ее доставляли на дом аристократам. Появление же более свойственных фастфуду блюд началось позже. В 16 веке во Франкфурте немецкий император в честь своей коронации раздал зрителям непопулярные тогда хот-доги. Примерно тогда же бельгийцы пришли от истощенных запасов рыбы, которую они обжаривали в масле, к картофелю, ставшему картофелем фри. Да, именно бельгийцы. Картошки фри, к слову, мы все вместе съедаем более 5 тонн в год. И не странно, что картошка сейчас самый употребляемый овощ в этой индустрии, а в свежем состоянии его покупают реже, чем из фритюра. Хот-догов же, например, только на США уходит около 20 миллиардов штук за год, а гамбургеров на каждого американца приходится целых 12 килограмм в год. Далее, заядлый картежник Граф Сэндвич, чтобы не отрываться от очередной партии, просил себе быстрый перекус в виде котлеты между двух кусков хлеба. Как вы поняли, так и появился сэндвич. Ну и куда без шаурмы, ее прототипы появились еще в древних кочевых племенах, а современные версии в 19 веке начали подавать в османских забегаловках. А вот различные газировки стали использовать в тех же веках как лекарство от расстройства желудка для бедняков. Первым тут стал Швепс, основанный Якобом Швепсом в 1783 году. Шорт с роликом о нем у нас на канале. Лекарствами, кроме того, раньше была и кола, пепси и 7-Up. Газировки зачастую приносят сетям фастфуда больше денег, чем еда. Сам же термин фастфуд, несмотря на столь давнее распространение, появился только в 1951 году в Америке. И с того времени траты людей на такую еду выросли почти в 40 раз. С 6 миллиардов долларов для США до 223 миллиардов. Каждый из нас ежедневно просматривает около 10 тысяч рекламных объявлений этой индустрии. А в Канаде до 2009 года почти вся реклама на детском ТВ представляла именно рекламу быстрой еды. Это довело до того, что по сей день около 90% американских и канадских детей единожды в месяц наверняка посещают один только Мак. Так, за последние 25 лет количество детей с ожирением в мире выросло в 3 раза. Помимо этого, с 1950-х годов увеличилась детская порция газировки с 225 до 340 грамм. Что уж говорить, раз даже маршал Жуков, главный советский человек Второй мировой войны, обожал колу, а Никита Хрущев попал с ней на постеры. Да, автоматы с газировкой появились в СССР еще в 1937 году, да и сама газировка — это лишь углекислый газ, который не стоит считать вредным. Но вот сиропы из
любого ресторана фастфуда невероятно химозны. В них содержится более дешевый заменитель сахара, уничтожающий зубную эмаль, растягивающий слизистую желудка и наносящий вред каждому элементу пищеварения. К этому же стоит добавить фекальные бактерии, распространяемые каждым автоматом газировки, ведь они абсолютно не гигиеничны. Да и любой напиток там создан лишь для того, чтобы возбуждать аппетит, потому и стоит дешевле любого другого. А уже сама еда в ресторанах быстрого питания однозначно содержит вредные жиры, сильно повышающие риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Все распределение необходимых веществ априори ведет к ожирению, гастриту, язвам и подобным заболеваниям, что обязательно дополняется химическими изменениями в мозге, приравниваемые к наркотической зависимости. Сам процесс потребления похож на зависимость. Каждое блюдо современного фастфуда имеет в себе огромное количество сахара. Это провоцирует выработку гормона голода, но не влияет на наполнение желудка. Далее соль, об огромных объемах которой нетрудно догадаться, стимулирует аппетит и не дает остановить трапезу. Ну и конечно, ароматизаторы с усилителями вкуса, их здесь очень много. А обращали ли вы внимание на запах рядом с ресторанами и в них самих? Он всюду выводится искусственным образом, чтобы возбудить вас аппетит, а вентиляцию выводят прямо на улицу, в людные места. И кроме того, сначала место для ресторана тщательнейшим образом выбирают, а не суют его где попало. Обратить внимание стоит и на то, что едим фастфуд мы руками, это тоже усиливает голод и улучшает вкус. Вам стоит знать и о том, что традиционный вкус Мака, KFC и Бургер Кинга никогда не меняется, потому что компаниям невыгодно экспериментировать и хорошо ставить то, что любит каждый, тем более, что все отточено до миллиграммов. К становлению фастфуда приложили руку и русские. В 1814 году при оккупации Парижа русские стали очень частыми посетителями европейских ресторанов, которым пришлось привыкать к жесткому требованию сделать быстро. Так появились заведения с вывесками «Бистро». Позже это переняли и все другие страны, и теперь бистро можно найти повсюду. Далее же, кроме США и Европы, он появился и в СССР. Началось это с поездки председателя Организации по контролю качества питания в США и Англии, откуда и позаимствовали идею кафе быстрого питания и создали государственные столовые. Туда принялись чаще привлекать женщин, дабы отвлечь от домашнего очага и интегрировать в рабочую идею социализм. Позже заимствовали идею гамбургеров, но продавали без булок, а исключительно котлетами, которые сейчас нелегко найти за каждым русским столом. Во времена кризиса начался рассвет легкой кулинарии, тогда открылось множество пельменных, блинных и чебуречных, а также лавок хот-догов, которые опять-таки позаимствовали из США. И сделал это сам Никита Хрущев. Но эталоном советского фастфуда все-таки оставался чебурек, это видно даже по советским плакатам, пока в 1990 году не пришел в Москву первый Макдональдс. В день его открытия 31 января сотрудникам пришлось обслужить аж 30 тысяч посетителей, что стало мировым рекордом. Несмотря на это, Мак не остался лидером ресторанов быстрого питания в России, им является KFC. Но по сей день только 30-40% россиян питаются фастфудом на регулярной основе, обгоняя, конечно, Украину, Беларусь и Казахстан с 20%, но сильно уступая США с 90% жителей, горячих любителей быстро перекусить. Наравне с ним стоит и Австралия, которая, согласно многим источникам, и вовсе обгоняет Америку. Далее, на удивление, расположился Израиль с 85% зависимых от фастфуда людей. На четвертом месте Канада с вечной рекламой фастфуда детям. Ну и далее, с большим отрывом от остальной Европы идет Великобритания. 82%. Здесь дело в схожей с вышеназванными бывшими колониями культуре. И так вышло, что даже у самой королевы Елизаветы II имелся личный Макдональдс в королевском поместье. Его мог посетить любой желающий. Кстати, 101 факт о Елизавете II у нас тоже есть, не забудьте посмотреть после этого. На чем это мы остановились? На странах, которые жить не могут без фастфуда. А теперь поговорим об обратной. Страны, отказывающиеся от фастфуда. Для начала это Северная Корея, не пропускающая к себе никаких признаков капитализма. Похожим образом, но только в отношении портящего здоровье Мака поступила и Черногория, в которой до сих пор нет франшиз фастфуда, по слухам из-за давления власти. Чуть более популярен он в Исландии, Норвегии и Финляндии, политики которых продвигают открытие здоровых ресторанов и работают над здоровьем жителей. В Чили же и Мексике введен налог на нездоровую пищу для компаний. В Мексике еще к тому же этот налог распространяется и на газировки. Еще более строгим образом работает политика Бермудских островов. Там ради здоровья народа вовсе запрещено распространение франшиз быстрого питания, а единственная попытка открытия Мака в 1996 году была подавлена этим же самым народом. Польза, кстати, в фастфуде тоже есть. Помимо скорости, это пицца с высоким содержанием кальция из-за сыра, картофель фри с множеством витаминов, необходимых жиров, калием и стабилизирующим
дорогостоящий уровень холестерина в крови функции. И без лапши быстрого приготовления в этом прайде не обойтись. Она занимает тут самое почетное место, потому что весь ее вред только в большом количестве лапши, а это уже беда каждого такого блюда. Это легко доказано на примере создателя доширака Момофуку Андо, прожившего 97 лет, ежедневно питая своим творением, ну не исключительно лапшой, но употребляя ее ежедневно. Да и дело тут помимо вредности и в себестоимости блюд. На одном лишь гамбургере компания получает тройную прибыль, на картошке фри навар составляет умноженную на 5 стоимость, на молочных коктейлях сети получают двойную прибыль. Самое же неприбыльное меню этих ресторанов — это рыбное. Но понять можно, ведь обслуживать это все и строить, проходя поколения, было не так уж и просто. Например, каждый 8-й американец работал в Маке. Что уж говорить обо всех сетях вместе взятых. В целом, только в точках фастфуда работает около 3 миллионов человек, и это не учитывая производство, доставку и все прочее. В России аж 70% работников индустрии — это студенты, нуждающиеся в такой работе. Недавно Balenciaga представили сумку в виде использованного пакета чипсов, а самая дорогая пицца стоит аж $8300. Это же самый дорогой бургер за $10 000. Но 101-й секретный факт, который должен закончить всю эту картинку, конечно же, у нас в ТГ по ссылочке в комментариях или описании обязательно перейди, потому что без этого, ну, картинка будет не та. Не забывайте регистрироваться на бесплатный вебинар по криптовалюте от Леона и приумножать свои денежки. Продолжайте прямо сейчас смотреть наши другие выпуски в этом плейлисте рубрики 101 факт. Обязательно ставьте лайки, комментарии, ведь мы очень старались. Пишите, о чем снять следующий выпуск. Если идешь смотреть дальше, то красавчик, удачи, встретимся в следующем ролике. Если нет, то получается пока.